Здравствуйте, уважаемые YouTube-зрители! Вас приветствует Андрей Деменков. В июне на канале вышла первая часть выпуска о туристическом секторе экономики стран Балтии. В ней я рассказал о том, какое скудное наследие досталось Эстонии, Латвии и Литве от СССР, как стремительно стала развиваться индустрия после восстановления независимости, став одним из локомотивов развития радикально менявшейся экономики. Если вы еще не видели эту часть, рекомендую начать просмотр выпуска с нее. Сегодня же вас ждет рассказ о том, какой стала туристическая индустрия стран Балтии на пике своего развития в 2019 году, о миллионах иностранных гостей со всего света, о том, какого расцвета достиг внутренний туризм, насколько массово и куда выезжали местные жители за границу. Все это в сравнении с Россией, где любят похихикать над якобы экономически несостоятельными странами Балтии. Туризм оказывает сильное влияние на смежные отрасли. Вы узнаете сегодня, как огромные туристические потоки отразились на портах, аэропортах и транспортных компаниях региона. 2020 год с началом пандемии ковида вошел в мировую историю как сильнейшее потрясение последних десятилетий. Глобальный туризм получил наиболее сильный удар, что непосредственно отразилось на Эстонии, Латвии и Литве с их высокоразвитым туристическим сектором. Вас ждет рассказ о том, какие трудности испытала отрасль в начале 2020-х, как идет восстановление и каковы ее возможные перспективы. Спонсоры проекта давно уже посмотрели это видео, самые крутые больше месяца назад. Ну а всем остальным предоставляется такая возможность прямо сейчас. История распорядилась так, что глобальный туризм достиг своей вершины к 2019 году. Не стали исключением и страны Балтии. Что же к этому времени представлял из себя их туристический сектор? Это был уже вполне зрелый, весьма насыщенный рынок. В странах Балтии насчитывалось свыше 200 тысяч мест размещения самого разного типа, намного больше, чем в советском прошлом. Количество принимаемых в год только заночевавших иностранных туристов превысило 7 миллионов. Традиционно лидировала Эстония, особенно с учетом разницы в численности населения. Если Латвия и Литва приняли немногим более 1000 ночевавших туристов на 1000 жителей, то Эстония почти 1700. Даже такая сверхтуристическая страна, как Испания, приняв 84 миллиона в 2019, лишь ненамного превзошла Эстонию по насыщенности иностранными гостями на 1000 жителей – 1750. Еще ощутимее становится разница между странами Балтии, если взглянуть на те суммы, которые оставили туристы на пике отрасли. Несмотря на постоянное подорожание жизни, в Эстонии уровень цен, особенно на алкоголь и табачные изделия, по-прежнему существенно ниже, чем в Финляндии. Поэтому миллионы ежегодных поездок финских туристов в Эстонию совершаются с целью покупок. Это отражается на доходах сектора. В 2019 страна заработала на иностранных гостях 1 600 000 000 евро. Латвии иностранные туристы в том же 2019 принесли 806 миллионов. Литве свыше 1 400 000 000. То есть Эстония заработала на иностранных гостях 1210 евро на душу населения, Латвия 420, а Литва 516. Разница в доходах, разумеется, отражается и в той доле ВВП, которая приходится на туристический сектор трех государств. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму World Travel and Tourism Council, в 2019 туризм со смежными отраслями в сумме дал свыше 10% мирового ВВП. У Франции эта доля была чуть ниже – 9%, у Испании – свыше 14%. На их фоне Эстония выглядит вполне солидно, с ее 12%. Латвия уже послабее, менее 8%. Наконец, Литва сумела к этому времени достичь всего 6%. Впрочем, Россия, например, где пропаганда любит похихикать над якобы экономически несостоятельными странами Балтии, даже до Литвы еще расти и расти. В 2019 иностранные туристы оставили в России 18 миллиардов евро, что на одного россиянина составило 130 евро, почти в 3 раза меньше, чем на среднестатистического литовца. На туризм и смежные отрасли пришлось всего 4% российского ВВП, который на душу населения по паритету покупательской способности валют на четверть, а по номиналу в 1,5 раза ниже литовского. При этом туристический потенциал у России не только не слабее, чем у стран Балтии, но по некоторым исследованиям даже выше. Например, в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2017 году Россия находилась на одном уровне с Эстонией и опережала Латвию и Литву. Реализовать, несомненно, слабо используемый потенциал стране мешает скверное госуправление, сложности с ведением бизнеса, низкий уровень защиты инвестиций, слабо развитая инфраструктура
и прочие системные болезни российской экономики и политической жизни, которые в последние годы, к сожалению, только усугубляются. Однако, в отличие от РФ, нельзя сказать, что Литва безнадежно отстает от Эстонии. Если в Эстонии в 2018-2019 годах рост числа приезжающих туристов не превышал 5%, а в Латвии вообще стагнировал, то в Литве наблюдался взлет свыше 10% в год. На Литву, кроме прочего, работает тот фактор, что туристический потенциал более равномерно распределен по стране. Если в Эстонии и Латвии, соответственно, 40 и 30% мест размещения туристов приходится на столицу, то Вильнюс обладает менее 20% литовского пирога. К тому же, в Литве только треть принимаемых туристов в 2019 приходилось на три основные страны – Германия, Россия и Польша, что делало отрасль менее зависимой от колебаний на ведущих направлениях. В Латвии этот показатель был свыше 40% – Литва, Россия и Великобритания. А в Эстонии и вовсе свыше трети приходилось на одних доминирующих финнов. Чем это чревато? Наглядный пример. В 2017 с повышением акцизных ставок в Эстонии резко подорожали алкоголь и сигареты. Как и предупреждали власти эстонские продавцы спиртного, финские туристы устремились в обход Эстонии в Латвию. Это снизило на 5% число финских гостей в Эстонии и существенно отразилось на общей статистике. Впрочем, в Эстонии всегда понимали, что зависимость от узкого круга направлений чревата неприятностями. Уже в 2000-е профильные госучреждения, крупнейшие турфирмы, порт и аэропорт Таллина вели активную работу по привлечению круизных маршрутов. И немало в этом преуспели. К примеру, в 2011 был заключен договор с крупным испанским круизным оператором Happy Cruises о том, что Таллин станет для испанцев отправным пунктом круизного маршрута по Балтике. В итоге, в 2019 году Таллин посетило 300 круизных судов и 655 тысяч пассажиров, в основном из Западной и Южной Европы. Он стал вторым после Стокгольма круизным портом на Балтике, уступив лидеру всего 1000 пассажиров. Для сравнения, Рига заполучила в то же время только 80 заходов и 69 тысяч круизных пассажиров, Клайпеда – 51 судно, 68 тысяч пассажиров. Когда рассуждают о туристическом секторе, почему-то обычно забывают о внутреннем туризме. А ведь это направление тоже бурно развивается в странах Балтии. С ростом доходов жители Эстонии, Латвии и Литвы все чаще ездят по родной стране. Кто сказал, что богатая туристическая инфраструктура создается только для иностранцев? Ведь тот же гостинично-ресторанный комплекс на родине моей матери в Литве, о котором я рассказывал в первой части выпуска, популярен как среди иностранных гостей, так и среди литовцев, которые гостят там частенько по выходным. Более того, в 2000-е годы внутренний туризм в странах Балтии развивается даже быстрее, чем иностранный. Если число обслуживаемых гостиничным сектором иностранных туристов с 2000 по 2019 годы в Эстонии выросло в 2 раза, а в Литве 2,5, то отечественных клиентов в Эстонии стало в 3, а в Литве в 7 раз больше. В итоге местные туристы в 2019 году в Эстонии составили 40% постояльцев мест размещения, в Латвии 32%, а в Литве аж 53%. Многочисленные курорты, спа-салоны, аквапарки в странах Балтии наполнились местными отдыхающими. Эстония и на своих туристах в 2019 зарабатывала больше всех – 360 евро на душу населения против 220 в Латвии и 200 в Литве. Сказывались более высокие доходы населения и, соответственно, существенно больше возможностей тратить на отдых и развлечения. Причем не только на родине. В первой части выпуска я рассказывал о том, что СССР был закрытой страной, в которой приезжало мало иностранцев даже из стран родного соцлагеря, не говоря уже о гостях с Запада. Закрытость в обратную сторону была еще жестче. Для большинства жителей СССР побывать хотя бы в какой-нибудь соцстране, хотя бы раз в жизни, было неосуществимой мечтой. Даже для тех, кто жил совсем рядом за границей, как жители Таллина, например. Перестроечная либерализация существенно расширила круг тех, кому дозволялось выехать, но все равно в 1989 году таковых набралось всего 8 миллионов 700 тысяч, всех категорий, включая почти миллион командировочных. Из без малого 290 миллионов граждан СССР, 68% из них в страны соцлагеря. Менее 3% населения. То есть, если бы каждый из выезжавших везунчиков делал это лишь раз в жизни, то все равно такими темпами среднестатистический житель СССР успевал бы совершить одну поездку за рубеж раз в 30 лет. И что это были за поездки?
Советский турист за пределами родины должен был перемещаться строго организованно, только в составе группы. На радости заграничной жизни ему дозволялось обменять $30. Именно так, не 300, а 30. Понятно, что с такой суммой на руках заграничную жизнь можно было только понюхать, и то не сильно затягиваясь. Поэтому самые ушлые везли с собой икру, водку, янтарь и что-нибудь еще из редких ценных советских товаров, чтобы выменять на них немного дополнительной заветной валюты и очень осторожно ее реализовать хотя бы на какие-нибудь местные шмотки или электронику, которые в родном совке были труднодоступны. К слову, моя учительница математики в начале 1980-х съездила в Польшу и потом полурока рассказывала классу об этом чрезвычайном событии в ее жизни, в основном в негативных тонах. Всего сейчас не вспомню, но возмущение тем, что в каком-то магазине от нее требовали доллары вместо злотых, в стране тогда была напряженная социально-политическая ситуация, это село в памяти. Из моей родни за все советское время только один дядя в 1960-х побывал в Венгрии, и одна тетя уже в 1989-м, когда стали многих выпускать, съездила к родственникам в Польшу. Современному молодому поколению, которое всю жизнь свободно колесит по Европе, такую изоляцию сложно представить. С распадом СССР все изменилось. Тысячи жителей Эстонии, Латвии и Литвы уже в начале 90-х ринулись открывать для себя огромный мир. Поначалу это был скромный ручеек, поскольку многих сдерживали ограниченные доходы. Но во второй половине 90-х с ростом экономики стало быстро расти благосостояние, и ручеек начал превращаться в реку, все более полноводную. В 2019 году из Эстонии только с ночевкой было совершено 1 700 000 туристических поездок. Всего оставлено за границей свыше 1 миллиарда 200 миллионов евро, в основном в Финляндии, Латвии, Турции и Италии. Латвию с этой же целью покидали 1,5 миллиона раз и распрощались с 800 миллионами, больше всего в Литве, Эстонии и России. А почти 2 350 000 выездов туристов из Литвы обогатили зарубежье на 1 240 000 000. В первую очередь Польшу, Латвию, Россию и Германию. И тут Эстония лидирует по показателям на душу населения. Столь высокие расходы эстонских туристов на фоне южных соседей объясняются тем, что у жителей Литвы и Латвии ниже доходы и доминируют краткосрочные поездки в ближайшие и сравнительно недорогие страны, тогда как из Эстонии больше всего наведываются в соседнюю, но очень дорогую Финляндию и больше совершают долгосрочных дальних поездок. Конечно, такое огромное количество поездок у нас не означает, что по заграницам постоянно катается вся страна. Статистика гласит, что примерно четверть населения Эстонии хотя бы раз в год покидает страну. В Латвии и Литве речь идет о 15-20% населения. При такой интенсивности во всех трех странах сложно найти человека, не выезжавшего за рубеж хотя бы раз в жизни. Различные опросы показывают, что лишь 20% населения Эстонии и Латвии на протяжении многих лет не ездят за границу. Но даже этот результат не означает, что они никогда там не были. Вновь напрашивается сравнение с Россией. В 2019-м из РФ при населении в 147 миллионов вместе с аннексированным украинским Крымом было совершено 45 миллионов выездов, в основном в Турцию, Абхазию, Финляндию, Казахстан, Китай и Украину. 35 миллионов из них было с ночевками, причем только половина относится к туризму. У стран Балтии 75-80%. Остальное – рабочие командировки, бизнес-поездки и так далее. Бросается в глаза, что если у Латвии и Литвы количество выездов с ночевками почти равно численности населения, а у Эстонии даже на треть больше количества жителей, то у РФ не достигает и четверти. Учитывая, что многие выезжают несколько раз в год, становится очевидно, что из России выглядывает небольшая часть населения. Показательная информация. По данным ВЦИОМ, на осень 2022 года 71% россиян не имеют загранпаспортов. А согласно исследованию Фонда общественное мнение, 69% жителей РФ, то есть подавляющее большинство, никогда не выезжали за рубеж. Почти как перестроечный СССР, как будто 21 век там все еще не наступил. В сети мне попадались два тесно связанных нелепых мифа от тех, кто пытается оправдать крайне низкую мобильность российского населения. Якобы американцы тоже редко выезжают за границу, потому что им, как и россиянам, в огромной родной стране хватает интересных и красивых мест. На самом деле, немобильное по причине низкого уровня доходов российское население не особенно-то ездит и по своей стране, в отличие от населения стран Балтии и особенно США. Как можно видеть из этой таблицы, в 2019 году россияне на 1000 жителей совершили в 3 раза меньше поездок по стране с ночевкой в отелях и подобных местах размещения, чем действительно активно катающиеся по своей стране американцы, и даже меньше, чем жители Латвии,
заметно уступающий по этому показателю своим соседям. Скажу больше. Тот же, чуть раньше упомянутый фонд общественного мнения в ходе опроса 2022 года выяснил, что 30% россиян никогда в жизни не покидали даже своего родного региона, области или края. А что же с американскими туристами? Правда ли, что они довольствуются лишь своей страной, и 90% даже не имеют необходимых для поездок за рубеж паспортов, как гласит популярный российский миф? Все это, говоря прямо, банальное вранье. Во-первых, американцы почти не имели паспортов лишь до начала тысячелетия, а именно до терактов 2001 года. Но не потому, что не ездили за границу, а потому, что для поездок в подавляющее большинство стран паспорт им попросту не требовался. После 2001 нормы безопасности ужесточили, для зарубежных поездок паспорт стал необходим, и граждане США начали ими постепенно обзаводиться. В итоге на сегодня 48% американцев имеют паспорт или паспортную карточку, последняя пригодна для путешествий в Канаду, Мексику и некоторые близлежащие островные государства. В 2019 году 45 миллионов американцев совершили почти 100 миллионов лишь туристических поездок за рубеж. Значительная часть американских туристов, живущих почти на острове, путешествует через океаны в Европу и Азию, что делает такие поездки довольно дорогими и продолжительными. Мотаться во Францию на пару дней для бостонца было бы расточительством. Поэтому если среднее время пребывания российского туриста за рубежом 9 дней, то американского 17. Неудивительно, что крупнейший в мире международный аэропорт находится в США, в Атланте. Да и вообще, 4 из первой десятки ведущих аэропортов планеты – американские. Российских нет даже в первой тридцатке. А теперь главное. По данным опроса Pew Research Center, проведенного в 2023 году, около 76% американцев хотя бы раз в жизни посещали другую страну. 11% бывали более чем в 10 странах. 15% посещали от 5 до 9. 50% от 1 до 4 стран. И лишь 23% американцев никогда не бывали за границей. И так всегда. Где российские мифы и где реальность, которую в них отчаянно перевирают. К слову о статистике. В своих обзорах я всегда стараюсь использовать данные только из авторитетных источников. В этом выпуске, например, представлена статистика в основном от национальных статистических ведомств упоминаемых стран, вплоть до ЦСУ СССР, от Евростата, Международного валютного фонда и так далее. Данные из разных источников в других темах иногда расходятся, но не так, чтобы очень. А вот с туризмом прямо беда. Я изрядно попотел, пытаясь свести концы с концами, потому что даже сегодня, невзирая на определенные международные стандарты, многие источники дают порой разные данные. Например, зачастую это связано с разным пониманием того, кто является туристом, а кто нет. Даже более надежные в этом смысле данные по гостям с ночевками все равно в разных странах выглядят порой по-разному. В процессе изучения информации вскрылся еще один нюанс. То, что российская официальная статистика манипулирует данными, подгоняя под нужный результат, полагаю, многим из вас известно, это не новость. Туристический сектор не стал исключением. Данные постоянно завышаются. А вот то, что страны Балтии тоже манипулируют данными по туризму, для меня стало откровением. Причем у нас наоборот. Занижают определенные параметры. Как и зачем занимаются искажением статистики по туризму в России и странах Балтии, я расскажу в отдельном выпуске, который планирую выложить в открытый доступ в ноябре. Спонсоры проекта, разумеется, увидят его гораздо раньше. Когда речь заходит о смежных отраслях, не все понимают, что в них включается. Применительно к туризму это, конечно, общепит, таксоизвоз, торговля. Но самым ярким проявлением влияния туризма можно назвать транспортный сектор, особенно порты и аэропорты. В начале 1990-х аэропорты Таллина, Риги и Вильнюса ежегодно обслуживали 200-300 тысяч пассажиров. У Риги был самый большой оборот, и все же она не сильно выделялась на фоне соседей. Но затем крупнейший и центральный город региона сумел грамотно распорядиться своим выгодным положением и постепенно стал превращаться в хаб для всей Балтии. Пассажирооборот быстро рос у всех 3 аэропортов, но у Риги особенно бурно. Если Таллин в 2019 обслужил 3 миллиона 300 тысяч пассажиров, Вильнюс 5 миллионов, то Рига почти 8 миллионов. Латвия стала и обладательницей единственной в странах Балтии крупной национальной авиакомпании Air Baltic. Литовцы еще в 2009 отказались от национального авиаперевозчика.
В Эстонии ни Estonian Air, ни созданная ей на замену в 2015-м Нордика не сумели добиться хотя бы окупаемости, и, наконец, чиновники и политики, разбазарив десятки миллионов, осознали, что у страны нет рынка для большой авиакомпании. Куда успешнее Эстония в портовом деле и судоходстве. Таллинский порт – безоговорочный лидер региона с пассажирооборотом в 10 миллионов 600 тысяч в 2019 году. Рижский пассажирский порт с его всего 880 тысячами пассажиров на порядок меньше. Впрочем, на фоне Клайпеды 540 тысяч пассажиров и это неплохо. С успехом пассажирского порта в Таллине тесно связан взлет эстонской судоходной компании Tallink. Если в 90-е Эстония была исключительно реципиентом иностранных инвестиций, экономический бум и рассвет туризма начала 2000-х привел к тому, что местные компании сами начали расширяться за рубеж. В 2006-м Tallink за 450 миллионов евро купила своего конкурента, финскую компанию Silja Line, и стала крупнейшей пассажирской судоходной компанией Восточной Балтики. Несмотря на некоторые замедления развития туристической отрасли в 2018-2019 годах, перспективы ее во всех трех странах выглядели вполне благоприятными. Уже в конце 2019-го из Китая доходила информация о каком-то новом вирусе, что-то вроде очередного гриппа. Никому в голову не могло прийти, что совсем скоро этот микроорганизм вызовет в мировой экономике большие потрясения. По всей Европе туризм и все смежные сферы оказались наиболее пострадавшими отраслями экономики во время пандемии ковида. Государства Балтии не стали исключением. Весной 2020-го все страны стали закрываться, и европейский международный туризм почти схлопнулся. В Балтии первую ковидную волну прошли образцово. Готовились к итальянскому сценарию, но вовремя были предприняты правильные меры, и распространение вируса оказалось совсем небольшим. Смертность крайне маленькой. Во вторую, осеннюю волну, все стало намного хуже. Но сейчас не об этом. В мае 2020-го стало ясно, что вирус отступил. Эстония, Латвия и Литва сняли ограничения и сформировали так называемый Балтийский пузырь, возобновив свободное перемещение по всем трем странам. Чуть позже к ним присоединилась Финляндия. В Эстонии стали робко показываться финские туристы, а я с друзьями в июне съездил на пару дней в Ригу, а потом в июле в Литву. Это я после всех таллинских ограничений наслаждаюсь свободным отдыхом на литовской земле. Литовская поездка была не особенно примечательной, а вот рижская незабываема. После нее мне особенно смешно слушать забавных персон с их нелепыми россказнями о том, как опустела современная Рига, в которой не осталось местных жителей и нет туристов. Вот в июне 2020-го я действительно видел полупустую Вес-Ригу, непривычно обезлюдевшую без туристов. Полупустые бары и рестораны, очень симпатичные цены и фантастические прогулки по пустынным улочкам. Впечатления небывалые. Но я прекрасно понимаю, что для туристического сектора города и всего, что с ним связано, это было проявлением катастрофы. Сейчас вы можете видеть график, который отражает движение туристов в Эстонии с января 2019 по сентябрь 2023. На нем хорошо видна глубокая яма в марте-апреле 2020. Как вообще пострадал сектор на фоне благополучного еще 2019 и не восстановился полностью до осени 2023. По сравнению с 2019, в 2021 у всех трех стран Балтии приток иностранных туристов обвалился в 4 раза. Падение весной и летом 2020 было самым крутым, но у отелей и ресторанов имелись кое-какие резервы, на которых они могли некоторое время продержаться. Дальше стало намного труднее, и скромная господдержка помогала некоторым предприятиям только оттянуть мучительную смерть. Некоторую поддержку оказали отечественные туристы, которые, не имея возможности выезжать за границу, стали активнее отдыхать на родине. Но возместить полностью утрату иностранцев они не могли. Большой бедой стал отток кадров. Рестораторы, например, жаловались, что классные повара уходят в таксисты, чтобы сильно не терять доходов. Некоторые безвозвратно, поскольку долгий период вне профессии неизбежно приводит к потере квалификации, порой и самого желания работать. Все бы еще ничего, но сектору не повезло вдвойне. Едва ожив после снятия ковидных ограничений, он угодил в энергетический кризис, задравший цены на электроэнергию. Тут уж государство вообще не помогло, и тонкий ручеек банкротств отелей, ресторанов и баров разросся в реку. В 2022 поток иностранных туристов стал восстанавливаться.
С учетом прироста числа местных гостей, отели и прочие места размещения в Латвии получили лишь на 30% меньше постояльцев, чем в 2019, в Эстонии на 15%, а в Литве и вовсе на 5%. В 2023 и 2024 дела шли еще лучше, доходы заметно выросли. Но ательеры все равно говорят о ситуации без особого оптимизма. В Латвии отмечают, что к ним больше едут соседи с короткими и не особо затратными поездками, а туристы из Западной Европы все еще не особенно стремятся. Схожая ситуация у соседей. Дело не только в охлаждении европейской экономики, что ведет к снижению числа туристических поездок. Страны Балтии из-за соседства с Россией многими воспринимаются во время войны в Украине как потенциально опасный регион. С войной тесно связано отсутствие с лета 2022 года российских туристов, которые всегда играли заметную роль на рынке, особенно в Латвии и Литве. Не такую уж огромную, как виделось самим россиянам и многим местным поклонникам РФ, но и не столь малую, как пытаются изображать местные ура-патриоты. У российских туристов вообще была особенная роль в странах Балтии. Если пик приезда гостей из большинства других стран приходится на лето, то основной наплыв россиян был зимой, в конце декабря, начале января. К примеру, россиянам так полюбились новогодние каникулы в Эстонии, что все крупнейшие отели Таллина до 2022 года были забиты ими в этот период. Там звучала в основном русская речь, отели устраивали даже специальные русскоязычные культурные программы, с концертами на которых выступала Анна Вески и приглашенные популярные исполнители из России. Россияне покупали много недвижимости в Латвии и Эстонии, в основном бросовой, хотя есть примеры и весьма крупных вложений. В Латвии это давало право на вид на жительство и шенгенскую визу. Эстония ВНЖ не давала, а вот шенгенскую визу вполне. В итоге сейчас в одной только Эстонии 4500 объектов остались вне досягаемости хозяев, что создает проблемы не только им, но и квартирным и дачным товариществам, которые не знают, что им делать с накапливающимися долгами. Эстонские ательеры в 2023 констатировали, что сектор в целом третий год живет в убытках, которые оценивались в 80 миллионов евро. В 2024 стало полегче. Однако робкие надежды на исправление ситуации рухнули из-за повышения с 2025 налога с оборота на гостиничные услуги с 9 до 13%. Правда, изначально планировали поднять до полных 22%, как почти у всех других. Пониженная ставка НСО в гостиничном секторе страны не случайна. У большинства североевропейских соседей в отрасли действует льготное налогообложение. Эстонским ательерам пришлось бы непросто и в более сытное время, но теперь они смотрят в будущее совсем пессимистично. Проблемы не только у эстонского бизнеса. В Литве на время пандемии для кафе и ресторанов ввели льготный налог с оборота в 9%, но недавно его вновь повысили до 21%. В Латвии тоже борются за снижение НСО с 21 до 12%, объясняя властям, что сектор общепита и туризма, который год едва сводит концы с концами. Осенью 2024 многие кафе, рестораны и гостиницы во всех трех странах провели 10-минутную акцию протеста, приостановив обслуживание клиентов. Но власти на это не обратили особого внимания. Помимо временных сложностей, с которыми туристический сектор стран Балтии сталкивается с 2020 года и с которыми, скорее всего, справится, как справлялся и с прошлыми кризисами, перед отраслью возникают и новые, более долгосрочные. Европейский туристический рынок уже насыщен, конкуренция жесточайшая. Более того, очевиден новый тренд, тесно связанный с борьбой за экологию. Европейцы менее охотно ездят за границу, все больше отдыхают на родине. Пока на транспорте доминируют средства передвижения с большим углеродным следом, эта тенденция будет нарастать. А значит, пирог иностранного туризма сужаться. Правда, некоторые переполненные туристами города, например, Барселона, уже ломают голову, как им снизить приток гостей и повышают туристические сборы. За эти излишки могут побороться и страны Балтии. Однако и экологические проблемы человечества несут с собой не только проблемы, но и новые возможности. Глобальное потепление ведет к тому, что в странах Средиземноморья когда-то райский климат летом превращается в суровое испытание. Все чаще регион накрывает жестокая жара, сопровождаемая рекордными засухами. Испанские круизные туристы в Эстонии признают, что они отправляются на Балтику не в последнюю очередь ради отдыха от мадридской 40-градусной жары. Как полагают некоторые климатологи, уже в относительно скором будущем Средиземноморье может потерять былую привлекательность для туристов, тогда как региону Балтийского моря глобальное потепление добавит туристического потенциала. И французы, испанцы, итальянцы, немцы все чаще будут направляться летом не на юг, а на север.
Надеюсь, я дал достаточно ясное представление о том, что представляет из себя туристический сектор стран Балтии, о том, какую важную роль он играет в экономике региона. Впереди у меня по плану большой сериал про нашу обрабатывающую промышленность, который, по заверениям российской пропаганды и ее благодарных слушателей, у нас почти не осталось. Это еще один основательно доработанный ремейк старого выпуска. Я расскажу о том, какое промышленное наследие досталось Эстонии, Латвии и Литве от СССР, как его вписывали в рыночные реалии, что было создано нового за 3 десятилетия независимости, какие передовые отрасли сегодня формируются. Обязательно с примерами наиболее крупных и интересных предприятий. А пока подписывайтесь, лайкайте, шерьте, пишите комментарии. В общем, живите насыщенной зрительской жизнью. А я и далее буду стараться создавать вам питательную среду для всего этого. До новой встречи. Здесь же.